Вас приветствует компания Oiltherm, производитель котельного оборудования на твердом и жидком топливе. В этом ролике мы покажем вам, насколько легко и просто установить и запустить горелку Прометей с проточным нагревателем топлива. Горелка будет запускаться на отработанном масле. В продаже доступны горелки как с насосом, так и без. Все зависит от того, как установите топливную емкость. Это видео посвящено работе горелки без насоса. В следующем видео мы покажем запуск горелки с насосом. Горелка Прометей – это закрытая система подогрева топлива, которая выгодно отличает наше оборудование от других производителей. А что самое интересное, работа горелки на низких мощностях без насоса. Как вы видите, все выполнено очень компактно. Проточный нагреватель полностью безопасен. Никаких переливов, лишних запахов и риска воспламенения топлива. Как и все горелки, его со временем, конечно же, необходимо чистить. Об этом мы рассказывали в предыдущем видео. Работа без насоса – это дополнительная выгода от применения горелок компании Oiltherm, так как стоимость горелки уменьшается на стоимость насоса. По сути, с горелкой Прометей топливный насос вообще становится не нужен, так как топливо прекрасно продается самотеком. Нужно выполнить лишь одно простое условие, а именно дно топливной емкости должно быть немного выше середины уровня горелки. Середина горелки – это уровень расположения распыляющей топливо форсунки. Вот здесь видно уровень медной трубки. То есть дно должно быть чуть-чуть выше, чем уровень этой трубки. Это условие необходимо для того, чтобы топливо из емкости могло расходоваться полностью. Как это выглядит на практике? Сейчас мы установим горелку в наш испытательный стенд. Так, ставим. Далее мы подготовили канистру с отработанным маслом и расположили выше уровня горелки. А теперь внимание, в канистре находится самое что ни есть настоящая, а не разбавленная отработка. Сейчас покажем. Угу. Почему я заострил на этом внимание? На YouTube много видео о том, как горит факел горелки на отработке. И наш опыт позволяет говорить о том, что некоторые недобросовестные продавцы горелок запускают их не на отработке, а на черной солярке. Об этом будет снято отдельное видео. На выходе из емкости находится фильтр грубой очистки. С фильтра шланг сразу идет в горелку. На входе в проточный нагреватель стоит вентиль точной регулировки топлива. Масло в канистре мы не подогревали, оно комнатной температуры. Покажем. Угу, 25 градусов. Далее нам надо убедиться в том, что топливо поступает в горелку. Так, сейчас открываем кран с топливной емкости. Здесь у нас установлен после нагревателя фильтр. Откручиваем заглушку и прокачиваем систему. А все сильно не открывай, чтобы он висел. Так он будет в масле висеть. Но протрем его потом. Все, хорош, закрывай его наоборот.
Протри ее. Прокачать масло следует в двух вариантах. Первый вариант — это когда вы меняете топливо, допустим, в шланг попал воздух, либо при первом запуске, когда шланг с топливом сухой, и вам нужно, чтобы топливо поступило в нагреватель. Подключаем горелку в сеть 220 вольт и сжатый воздух от компрессора. Компрессор, как вы видите, у нас безмасляный. Тоже очень практичная штука. В следующих видео мы обязательно про них расскажем. Подаем питание на горелку. Горелка готова к работе. На экране цифрового регулятора температуры мы видим реальную температуру масла. Для отработки мы рекомендуем ставить всего 40-60 градусов, потому что в наших проточных нагревателях масло не перегревается так сильно, как в открытых бачках. После установки температуры подогрева масла мы включаем и настраиваем электронный регулятор температуры. Он регулирует мощность нагрева в проточном нагревателе. Регулятор один раз настраивается на поддержание необходимой температуры, и больше его трогать не нужно. Как видим, масло начало нагреваться в проточном нагревателе. По достижении заданной температуры горелка осуществит запуск. Ждем. Прикрой заслонку. Все, горелка начинает запуск. Далее пламя настраивается на необходимую мощность в соответствии с вашим теплоагрегатом. Информация по настройке подробно описана в инструкции на горелку. Ее можно скачать на нашем сайте. Все наши горелки после сборки проходят обязательное испытание на стендах, при которых имитируются аварийные ситуации. Сейчас продемонстрируем это. Отключаем подачу воздуха. Как видите, горелка заблокировалась. Включаю воздух. Горелка осуществляет попытку перезапуска. Горелка опять автоматически запустилась. Теперь отключаем воздух совсем. Горелка опять осуществит попытку перезапуска. Но у нее это не получится, так как мы отключили воздух.
Все, горелка ушла в блокировку. Для повторного запуска необходимо нажать кнопку сброса через 30-40 секунд. Вот она горит красным. Как вы видите, горелка уверенно запускается с первого раза из холодного состояния. Так, сейчас у нас горелка находится в заблокированном режиме, так как мы выключили воздух для имитации срабатывания автоматики в аварийной ситуации. Нагрев масла остановлен. Для того, чтобы возобновить работу горелки, нам нужно устранить причину, приведшую к ее блокировке. Для этого мы подаем сжатый воздух и нажимаем кнопку сброса. Сейчас возобновляется подогрев масла. Вы видите, сейчас 48 градусов. Остыло за это время. Сейчас горелка нагреет масло в проточном нагревателе до 62 градусов. И горелка возобновит свой запуск. Автоматика горелки обладает всем необходимым и достаточным набором функций для запуска горелки и ее безопасной эксплуатации. На этом у нас все, впереди много интересного. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы.